Всем доброй ночи. Прежде чем начать ритуал, я хочу сделать короткое объявление. Дорогие друзья, я уже говорила, точнее снимала ролик о том, как ко мне записаться, каким образом. Будьте добры, я уже не знаю, я не могу с плакатом ходить или я не знаю. Я постоянно обновляю этот ролик, постоянно снимаю по новой, постоянно объясняю по новой, как ко мне записаться. Вот буквально позавчера, по-моему, выставила ролик об этом со всем объяснением. И опять я читаю, как записаться, дайте координаты и так далее. Будьте добры, прежде чем прийти, хотя бы немного изучите мой канал, чтобы понять, с каким человеком вы имеете дело. Кто я, что я из себя представляю. Не бегите. Даже если вы доверяете человеку, знаете этого человека, все равно изучите, узнайте побольше. Это все-таки касается вашей судьбы. В конце концов, это ваша жизнь. Вы доверяете, отдаете в руки другого человека, чужого человека, незнакомого. Узнайте об этом человеке. Какие условия, как это происходит, кто этот человек, все за и против посмотрите обо мне. Потом приходите, чтобы уже быть готовы. С такими людьми работать приятно. Это адекватные люди, осознанные, знающие, что хотят, знающие, кому пришли и для чего. Будьте добры, еще раз, есть у меня ролик, как ко мне записаться. Найдите этот ролик, он недавно был выставлен. И там все объясняется, и номер телефона дается моей помощнице. Зовут ее Яна. Она вам все объяснит, скажет, как и каким образом. А теперь начнем. Так, дорогие друзья, я дарю и буду дарить очень много работ. Уникальных работ, которые нигде нету и нигде вы не найдете. Чем необычны, неповторимы мои работы, тем, что похожих нет. Во-первых, я стараюсь дать людям ритуалы, обряды, шепотки, обращения, заговоры на все случаи жизни, насколько это возможно. Насколько возможно дать простому человеку и позволить делать. Во-вторых, я постаралась подарить практикам столько работ, сколько им будет нужно за практику. Ведь я знаю, с чем обращаются люди. Я подразделяла и порчи, и, скажем так, печати, проклятия, какие они бывают, каким образом, как с этим человек рождается, что при этом происходит и прочее, прочее. Насколько возможно, много знаний. Те чистки, которые я вам подарила, практики тоже могут провести со своими пациентами, с людьми, которые к ним обращаются. Понимаете, в чем дело? То есть они настолько сильны, что они подходят и там, и там. Просто я приспособила их для обычного человека, для того, чтобы для обычного человека они были безопасны. Как это сделано, это уже второй вопрос. И это, даже если я вам объясню, вы не поймете, вам это знать незачем. Но я вам говорю, что они безопасны для вас, и они вам помогают. Вы не раз в этом убеждались сами. Сегодня я хочу вам подарить уникальный ритуал. Почему уникальный? Потому что этим ритуалом вы будете усиливать все, что получаете у меня. Хотя этот ритуал можно провести и в том случае, если вам помогает другой человек. Не исключено. Если вы хотите, чтобы мои работы получались у вас лучше, мои чистки получались у вас лучше, это ведь через мою силу взято. Это отдано моими силами вам. Согласны? Время от времени проведите этот ритуал. Например, вот в начале недели сделайте один раз это, а потом обращайтесь, начните делать чистки. Потом снова проведите этот ритуал. Делайте там другие ритуалы, например, на удачу. Каждый раз,
когда вы будете начинать серию ритуалов, например, вот в начале недели проведите этот ритуал обращение к силам ведьмы. Я вам одну уже давала, но то обращение решает конкретную проблему. Вот конкретный вот этот момент, когда вы обращаетесь к ее силе и решаете эту проблему. Но в этом случае вы обращаетесь к силам, ну, если вы делаете мои работы, для того, чтобы эти силы усилили то, что вы говорите и просите. То есть перед началом определенной серии ритуалов, например, вы решили сделать чистки несколько дней подряд, или вам я сказала, или я взялась за вас, сейчас второй момент тоже объясню. Вот вы решили провести чистки, берете, проводите этот ритуал. А потом несколько дней чисток, очищения своей энергии и прочее, прочее. Потом решили сделать на оздоровление. Берете, проводите этот ритуал. Потом некоторое время на оздоровление. Если вы видите, что медленно продвигается, то есть вы делаете, но оно вам медленно как бы помогает, не очень быстро, этот ритуал усилит. Он как открывающий, понимаете, дорогу для того, чтобы тот или иной ритуал или работа у вас получалась быстрее. Перед шепотками не надо читать, перед заговорами, там, которые на все случаи, не нужно это читать. Но вот когда вы конкретно взялись за себя, и вам нужна вот удачная полоса, например, читайте этот, проводите этот ритуал, а после можете делать что угодно, оно сильнее получится. Вы как бы призовете на свою сторону, то есть внимание сил, которые вам помогут, силы, которые через меня вам, собственно говоря, отдали это все, которые позволили мне это создать и подарить людям. Если я с вами работаю, желательно те, с кем я работаю, тоже взять и провести этот ритуал. Для того, чтобы силы позволили мне помочь вам лучше, и чтобы та работа, которую я проведу с вами или провожу, сильнее, быстрее получалась в угоду, во благо вам. Вот, то есть два варианта. Люди, которые пользуются моими работами, могут взять и провести. Люди, которые обращаются ко мне, могут взять и провести это. Этот ритуал можно провести столько раз, сколько вам хочется. То есть перед каждой силой, то есть серией ритуалов, вот вы решили несколько дней подряд сделать на удачу, проведите этот ритуал, а потом можете следом, можете хоть в этот день, хоть в это время провести остальные ритуалы. Оно будет работать сильнее. Если вы обращаетесь к другой ведьме, если с вами работает другой практик, то вы можете взять, но вы спросите у этого человека, он согласен или нет. Потому что я-то свое согласие вам даю, что вы можете обращаться к моим силам. Но тот человек может сказать, мне это не нужно, или я вот не согласен. Если он согласен, этот человек, то тогда с согласия этого человека проведите этот ритуал, он усилит. Кстати, практики этот ритуал могут дать своим подопечным, то есть людям, с которыми работают, сказать, вот прежде чем я начну с вами работать, возьмите, проведите этот ритуал. Ну, там слово «ведьма» называйте ее имя, например. Видите, говорят, что я завидую всем, и вот я такая вся хочу быть единственная одна, а я вот практикам постоянно дарю работу. Если бы я завидовала и хотела, чтобы лучше меня никого не было на земле, я бы ничего не дарила. Я бы дарила только простым людям. Согласны со мной? Потому что зависти тут вообще даже в помине нет. Я просто не люблю самозванцев, я не люблю пустышек, которые себя строят. Но если человек реально занимается и действительно практикует, и действительно развивается и усиливает себя, почему бы нет? Такой человек у меня вызывает, например, уважение, не более того. И я никогда не говорю, я такая, а вы такие, или я лучше вас, или вы хуже меня. Нет, я просто говорю, есть практики, а есть не практики. Вот и все. Для меня средних не существует. Итак, дорогие друзья, ну да, как нельзя быть немного беременной, так и нельзя быть немного практиком. Я тоже, некоторые, как пишут, я тоже немного ведьма. Я сразу их посылаю туда, на Китайскую гору. Итак, практики могут этот ритуал дать людям, с которыми работают, чтобы они это провели. Если они это проводят,
то работа с этими людьми усиливается, намного сильнее становится, потому что это непосредственное обращение к духам, к твоим силам. Силам, через которых ты будешь помогать человеку. Я надеюсь, вы меня поняли. И вот когда вы это проведете, те, которые делают мои ритуалы, или те, которые обратились ко мне, и вот это проведут, вы сами почувствуете, насколько движение вокруг вас будет быстрее, усиленно. Лучше это дать человеку в начале работы. Но не всем это нужно, но, в принципе, сейчас говорю, с кем я работаю, и можете смело брать и сделать это. Чтобы каждому не говорить отдельно, возьмите и сделайте. Неважно, на каком этапе мы с вами работаем, вы можете взять и сделать. Почему я не дарю сразу все? Дорогие друзья, люди должны созреть, люди должны прийти к этому. Некоторые говорят, как жаль, что вот несколько лет назад я вот не встретила вас, вот так смотрела разных всяких Магуев и так далее. Если бы вы меня сразу встретили, вы бы не оценили. А поскольку вы увидели всяких пустышек и поняли, что там нету силы, поэтому пришли и оценили меня. Понимаете, всему свое время. Силы вас приводят тогда, когда считают, что вы уже готовы принять, понять и оценить. Понимаете, почему? Итак, читать нужно 3 раза, зажечь 3 восковые свечи. Цвет свечей может быть темный, то есть черный цвет, красный или обычный воск. Далее. Можно ли вообще в ритуалах использовать церковные свечи? Дорогие друзья, в церкви нет силы никакой, поэтому можете спокойно взять и использовать эти свечи. Это всего лишь воск. Просто воском получается лучше. Поскольку воск – это природный материал, это как сок земли, понимаете? Это энергия земли, сила земли. Она просто быстрее пробивает эту стену. Вот и вся разница. В церкви нету силы никакой. Спокойно пользуйтесь церковными свечами. Никуда ничего поворачивать не нужно, ничего говорить не нужно. Это просто воск. И не более того. Точно так же, как церковь, это всего лишь здание, не более того. Уже давно там нету никакой ни святости, ни силы, там ничего нету. Там просто чисто коммерция. Начали. Проводите, то есть читайте 3 раза, оставляйте догореть этим свечам. На следующий день, в этот же день вы можете другие ритуалы после проводить. Это не мешает другому. Только ждите, пока эти свечи догорят. Время проведения, любое время дня и ночи, любая луна, любой день не имеет никакого значения абсолютно. Чтобы зря не спрашивали по 500 раз. Только ждите, чтобы догорели эти свечи. Отложите эти свечи и уже можете дальше делать свои дела. На следующий день с этими свечами то есть выносите эти свечи, огарки свечей, 3 монеты и свечи положите под дерево и говорите: откупаюсь от сил такой-то ведьмы. К кому вы обращаетесь, к той ведьме, то есть ее и называете. Итак. Я обращаюсь к силам ведьмы. Здесь имя той самой. И прошу их о помощи. Я говорю вам, о вечные силы, услышьте меня и внемлите голосу моему. Я устала от страданий. Я их не заслужила. Я их не желаю. И потому прошу и заклинаю вас, о древние духи, помощники ведьмы, имя. Помогите мне через ее силу и через ее власть. Пусть ее работа будет мне впрок, и ее старания принесут мне спасение от боли и бед, избавление. Прошу вас, силы ведьмы, помогите мне через нее, спасите мою душу и тело, обновите мою судьбу. Очистите и дайте мне новое дыхание. Позвольте мне жить без боли и страдания. Я уже за все сполна расплатилась. И нынче удачу вполне заслужила. Помогите мне, о древние духи, через силу ведьмы, через ее власть. Позвольте мне жить обновленной судьбой.
и счастливой удачей. Благодарю ту, через которую вы мне помогаете, и судьбу мою очищаете и обновляете. И благодарю вас за нее и за помощь мне через нее. Будьте благословенны. Славные, великие, древние силы. Заклято. Проведите, а результат не заставит себя ждать. Как всегда, поделитесь хорошими новостями. Всем удачи!